Голос может стать ядом, а может стать лекарством. Когда вы разговариваете, помните о том, что вы не доширак, вы красная икра. Многим людям свой голос вроде бы нравится, но когда они его слушают в записи, они говорят: выключите это немедленно. Вау, как это прекрасно, Маша! Бывают такие голоса, когда они уходят из твоего поля, у тебя начинается ломка. Смотришь, вроде бы такой неказистый мужичок, такой он какой-то, но стоит ему начать говорить. И вы берете телефон и начинаете с Петей разговаривать вообще не так, как с соседом Василием, сантехником своим. Это про то, что очень сложно сейчас удержать фокус внимания на чем-то долго. Секунды, и тебе нужно дать людям понять: со мной интересно. Очень многие люди в коммуникации не знают, где им остановиться. Вначале было слово. И мне, как ученому, всегда интересно воздействие речи на мозг, потому что слово – это нейрокод для нашего мозга, и говорить о речи, безусловно, нужно с профессионалами. И сегодня я пригласила невероятного профессионала Марию Кондратович, тренера по голосу, речи и публичным выступлениям, автора книги «Говори, хочу еще» и автора собственной системы. Да, речевая форма. Да. Маш, я, во-первых, невероятно восхищаюсь твоим голосом, и мой мозг получает дофаминовые ванны, когда я тебя слушаю. Спасибо. И это еще больше подтверждает тот факт, что голос действительно очень сильно влияет. Вот что ты как эксперт наблюдаешь, насколько быстро голос может стать ядом, а может стать лекарством? А насколько быстро голос меняет и даже способность говорить, манера говорить, меняет жизнь человека? Расскажи какие-нибудь истории. Расскажу. Аня, во-первых, я очень рада быть у тебя здесь на подкасте, что мы наконец-то это сделали, Да. что мы будем говорить о том, что будет полезно нашей аудитории. Что я могу рассказать из своей практики? Ты знаешь, я голос обычно сравниваю с музыкой. То есть, если нам приятна эта музыка, то что мы хотим сделать? Мы хотим ее слушать еще и еще. Мы хотим сделать погромче. Да. Мы добавляем ее в свой плейлист и впускаем в свою жизнь. Но если музыка нам неприятна, если она, может быть, даже в какой-то степени отвратительна или отталкивает, то все, что мы хотим сделать, это выключить ее, еще и порой раздраженно. То есть многие наверняка помнят, когда звучит какая-то отталкивающая музыка, вы не просто скажете: выключите, пожалуйста, а вы скажете: уберите это. Поэтому голос – это… Мы, если сравним себя с музыкальным инструментом, то голос – это та музыка, которую мы воспроизводим. Поэтому для того, чтобы наладить контакт с другими людьми, вызвать симпатию, иногда даже влечение Да. и любовь, голос – наш первый помощник. И если, я всегда говорю своим ученикам, если вы чувствуете, что речь не работает на вас, с этим нужно что-то делать, потому что это возможно. Это возможно сделать так, чтобы ваш голос, если мы сейчас конкретно о голосе, на вас работал. Это же, знаешь, как Нильс со своей дудочкой, да? То есть за нами идут. Почему люди с красивыми голосами постоянно получают комплименты своему голосу? Почему? Потому что это нечастое явление. Представляешь, люди с действительно ласкающими слух голосами, мы их не встречаем сплошь и рядом каждую минуту. То есть это какое-то уникальное, можно сказать, дар, у кого-то дар, а у кого-то плод его трудов. И здесь даже подача играет роль. Мы не задумываемся о том, как мы говорим. То есть не то, чтобы мы не умеем, или не то, чтобы нам не дано, а мы не придаем этому значения. Хотя гигиена голоса – это крайне важная вещь. И Конечно. отработать свое звучание как навык, научиться играть на дарованном тебе Богом инструменте, это, как мне кажется, прямая обязанность, если ты коммуницируешь с людьми. Абсолютно, абсолютно верно. То есть я всегда говорю, если вам не нравится ваш голос, хорошая новость заключается в том, что это можно изменить. Плохая в том, что если он не нравится вам, вероятно, он не нравится и другим. Если вы забываете, куда положили ключи, что кому обещали, вечером себя чувствуете как выжатый лимон, и самое главное, не помните, когда последний раз по-настоящему отдыхали,
то, возможно, вы находитесь в риске синдрома выгорания. И я предлагаю вам пройти бесплатный тест на этот риск в своем боте, который находится по ссылке в описании ниже. И самое главное, обязательно поделитесь со мной в комментариях своими результатами. И вот согласись, какая интересная история. Многим людям свой голос вроде бы нравится, но когда они его слушают в записи, они говорят: выключите это немедленно. Да. Я не могу себя слышать. Вот чем это объясняется? Тем, что то же самое, что сказать: я люблю свою внешность, а в зеркале нет. Ты просто не знаешь свой голос. И когда ты его слышишь в записи, ты сталкиваешься с ним со стороны. То есть обрати внимание, что любой человек, если он просто сидит где-то, он, может быть, расслабился, не знаю, там что-то как-то скрючился, но направив на него зеркало, он что сделает? Он сразу поправит волосы, расправит спину, и потому что он себя видит. То же самое с голосом. Когда мы его слышим со стороны, мы не можем его сопоставить с собой. Мы голос воспринимаем как данность. Вот есть оно и есть. Как поэтому, дышать. Да, поэтому многие люди не понимают, зачем заниматься речью. И у них такой аргумент: так я ведь говорить умею. Да. Голос-то какой-то никакой есть. Но потом, а мы сейчас с вами живем в то время, когда нам недостаточно быть тем, кем мы являемся. Знаешь, как ты точно знаешь, как врачи сейчас негодуют. Я 6 лет или там больше учился на врача, а теперь выясняется, что я еще должен быть блогером, спикером, монтажером. Как-то особо выглядеть. Изучать искусственный интеллект, публичные выступления и все прочее. Это требование времени. Но на самом деле, почему это происходит? Смотри, огромная конкуренция за внимание человека. Да. У нас огромный информационный поток, и внимание человека сейчас как у рыбки. И мы все боремся, по сути, сами того не осознавая, боремся за внимание аудитории. Неважно, ты врач, ты блогер, ты певица, абсолютно неважно. Если тебе нужны другие люди, тебе нужно привлечь их внимание. Да. И действительно, внимание – это как деликатес. И вот чтобы стать той, на кого тоже обращают внимание, как на деликатес, нужно добавить и голос. Ведь не только важно, что ты говоришь, очень важно, как ты говоришь. Все важно. Все важно, это точно. И ты знаешь, если это может нам помогать, то почему нет? То есть, знаешь, я думаю, если, например, у тебя, не дала тебе природа густых волос или длинных ног, или еще чего-то, каких-то музыкальных, изящных пальцев, но голос, ты можешь над ним работать, бери, делай и пользуйся, потому что это правда работает магически. Я не побоюсь этого слова в этой высокоинтеллектуальной аудитории. То есть это магически работает на людей. Когда ты вот сказала красиво дофаминовые ванны. Правда же. Да. Правда. А я без лишней скромности скажу, и от женщин, и от мужчин я получаю постоянно комплименты, и они мне говорят: у тебя я куплю все, что ты скажешь. Тебе я сделаю все, что ты хочешь. Вот я договаривалась об интервью с одним мужчиной, и он мне сказал: ради тебя я отправлюсь на край света. Он не мой парень, он не мой муж, он не мой любовник, но он любит меня за мой голос, да, то есть мы с ним ему нравится твоя музыка. И ему нравится со мной, да, слушать мою музыку. Потому что когда мы слушаем приятный голос, приятный для нашего мозга, наш мозг выделяет определенные нейромедиаторы удовольствия, а наш мозг еще тот наркоман. И, конечно же, мы ищем способы вернуться к источнику своего удовольствия. Знаешь, я один раз услышала такую фразу: бывают такие голоса, когда они уходят из твоего поля, у тебя начинается ломка. Да. И вот то, что ты сейчас говоришь. Это дофаминовая зависимость. Да. То есть нам хочется вернуть или вернуться к источнику удовольствия. И поэтому иногда бывает так, смотришь, вроде бы такой неказистый мужичок, такой он какой-то, но стоит ему начать говорить, а особенно если это не просто красивый голос, а это еще богатая речь. Да, интеллект. Интеллект, мне кажется, круче деликатеса просто нету. Нет. И с возрастом самое главное, что ты все больше и больше падкой на этот деликатес. Да. Когда тебе нужно о чем-то говорить.
И вообще мы же ценим, очень ценим, когда встречаем своих людей. Своих по духу, тех, кто может нас вдохновлять, удивлять, восхищать. Когда я встречаю умных, я так радуюсь. И для меня было удивительно, что некоторые люди, встречая умных, злятся. То есть они начинают думать, что, ой, я, наверное, глупее, какой кошмар. Нет, я вообще хочу всем сказать, встречаете тех, у кого вы можете что-то взять, радуйтесь. И это же все передается через речь. И причем, знаешь, чем старше, и даже не так, чем умнее мы становимся сами, тем более ценной становится встреча с теми, кто круче нас, кто умнее нас, потому что, ну, это же опять-таки тот самый деликатес, та самая черная икра, да, то есть, а что я еще могу взять? Своровать как художник, да, то есть вот присоединиться к этому человеку. Знаешь, очень интересная история, когда ты рассказывала про то, что голос влияет. У меня с моим супругом была очень интересная, наша уже такая семейная байка, он у меня звукорежиссер, музыкант, саунд-дизайнер, и для него даже на четверть тона изменения голоса очень значимо. И когда мы только с ним встречались, я никак не могла понять, почему наши отношения никак не продвинутся вот уже к финальной точке. А потом стала анализировать и поняла, что стоит мне только повысить голос, а я как педагог, чтобы лучше объяснить, нужно громче говорить, его мозгом это воспринималось как крик, что я на него просто вот с такой агрессией, хотя я просто хотела понять, не объяснить. Это была моя картина мира. И стоило мне вот этот момент отследить и поменять с ним стиль разговора, как все сложилось так, как нужно. И это удивительный факт. И знаешь, что он еще говорит? Он говорит о том, что, ну, поскольку он звукорежиссер и работает с многими певцами, певицами, и как-то была история, что мне нужно было записать песню, была идея записать песню на юбилей моей мамы. Я петь не умею абсолютно, как мне кажется. А он мне говорит, нету людей, которые не умеют петь. Я тебе разложу и почищу любой голос, но главное, вложи туда эмоции. Единственное, что я не смогу подтянуть на своей технике, это эмоции. И вот насколько важно, и самое главное, как не переборщить вот с этими эмоциями, где вот этот край истерики, а где то, что действительно вкусно. Вот как понять? Я бы сказала так. У меня были такие ученики, которые излишне эмоциональны в общении. То есть, что я называю излишне? Все, что перекормили. То есть они приходят куда-то в помещение, на свидание, на разговор, и вот это вот ощущение, его слишком много. Да. Он много говорит, он громко говорит, он излишне восторжен. То есть излишне восторженный человек, его восторг перестает цениться. То есть обрати внимание, если ты, например, у тебя будет какая-то бешеная реакция, и ты скажешь: «Вау, как это прекрасно, Маша!» А есть люди, у которых все вот так. То есть мой папа это называл благодарный зритель. То есть всегда... Он всегда тебе рад. Да. Он всему рад. Да, всему рад. То есть получается, что вот это вот твое нараспашку, вот эта твоя искренность, ее становится много, и она обесценивается. А то, о чем говорил твой муж, я бы так сказала, ты вкладываешь не только эмоцию, ты вкладываешь личность. Вот обрати внимание на певцов, на музыкантов, ведь кому-то не нужна ни подтанцовка, ни какие-то дикие перья. Они могут выйти в одиночку на сцену босиком и завладеть огромной аудиторией. Например, Ваенга. Например, ну, я не была никогда на ее концерте, но я видела. Или, знаешь, например, Цезарь Эвера. Да, вот ты называешь российских, да. Или там, не знаю, сейчас... Ну, Мария Каллас, давай возьмем. Давай, Мария Каллас. Или джазовые какие-то певцы. Это личность. Вот когда говорит личность, то здесь... люди начинают слушать завороженно, потому что там есть содержание. Это не пустая коробка, это коробка наполненная. И когда ты меня спрашиваешь, а как вот это балансировать между излишней эмоциональностью и закрытостью? Все, что вот проводите ассоциации такие, с публичными выступлениями приведу. Вот представь, ты пришла послушать кого-то, и ты рассчитываешь, что он будет говорить 2 часа. Вот тебе сказали, лекция 2 часа. И он говорит прекрасные вещи. И ты понимаешь, что нет, 2 часа здесь не укладывается, это идет 3,
4, а то и 5. И в какой-то момент ты думаешь, мне хватит. И все, что человек делал до, оно как будто бы обесценивается, потому что он перебрал во всем. Ты даже с поцелуями можешь переборщить. Да. Ты можешь переборщить с любым удовольствием. Если ты объешься своего любимого блюда, ты его не будешь хотеть годы. Да. То же самое в коммуникации. Если вы фонтаном, особенно некоторые люди такой истероидной натуры, им надо появиться где-то, и вот знаешь, мне очень нравится такая фраза. Истинная сексуальность – это не то, что требует выпячивания, это то, что невозможно скрыть. То же самое… Умище-то куда деть, да? Да, то же самое любой человек, если он интересен, если он несет какие-то смыслы, если он может, если он достаточно эмпатичен и чувствует, где остановиться, где вступить, вот это вот золотые навыки коммуникации, потому что очень многие люди в коммуникации не знают, где им остановиться. И когда ты спрашиваешь, как мне почувствовать эту грань, вспоминайте обо всем, что вам нравится, но с перебором. Переел, перецеловался, не знаю, духи перебрызгался, уже плохо. Да. Даже воды перепил, плохо. Поэтому дозируем. И вот ты сегодня произнесла про черную икру, а ведь это мой любимый афоризм, то есть, который я однажды так как-то изрекла, говорю, когда вы разговариваете, помните о том, что вы не доширак, вы красная икра. Невозможно черную икру есть в попыхах ложкой, вот такой вот. Да. То есть, а доширак можно по-быстрому заварить, да, съесть и убежать. И даже не запомнить вкус. Доширак и доширак. Да, доширак какой он там был? С мясным, с куриным, да, там не было все равно ни мяса, ни курицы. Да. Поэтому это тонкое искусство. Почему мы говорим ораторское искусство? То есть это же, мы не говорим ораторская наука. Да. Это искусство. Чувствовать других людей, кому, с кем и как можно, каков ты сам. И вот таким образом ювелирно общаться. И, кстати, знаешь, что интересно? Вот эта вот суета, когда человека слишком много, ты говоришь, вот его слишком много, он слишком громкий, он слишком восторженный. Зачастую это бывает, вот у меня прямо сейчас складывается картинка, когда человек на самом деле создает имитацию. Бурной деятельности. Имитацию бурной деятельности, когда ему, например, страшно или неловко, или он чувствует себя не в своей тарелке, и вот ему за счет вот этого избыточного потенциала нужно создать какую-то некую уверенность. Захватить свою поляну. Да, захватить свою поляну. Да. И это действительно отталкивает. И это про то, что к этому человеку мы не хотим присоединяться, потому что мы не хотим заражаться его суетой. Вот человек суета. И на самом деле это вот про низкий уровень энергии опять-таки. То есть мы к каким людям присоединяемся, да? От которых мы можем подзарядиться. И вот какие условия должны быть соблюдены, чтобы когда оратор выходил на сцену, неважно, это онлайн, офлайн, это прямой эфир, это какое-то живое выступление, людям хотелось от него брать. Вот какой он должен быть? Очень много условий. Это, кстати, часть большая моей системы речевая форма. То есть из чего все состоит. Да. Потому что многие думают, голос, красивый голос или дикция. Когда мне говорят, вы же дикцию ставите. Угу. Я говорю, ребята... Да, логопед я. Да, я логопед. Я говорю, ребята, все значительно глубже. Давай попробуем перечислить. Чтобы людям хотелось, да, ты должна уметь вовлекающе начать. То есть, чтобы с первых секунд, с первых минут... Дофаминовая петля. Да, чтобы было понятно, я хочу это. Это параллель с тизерами, например, в кино, да, то есть трейлерами. В трейлер собирается что-то, чтобы ты поняла, я хочу это. Тизер по-английски крючок. Да, мне хочется дальше. Да, я хочу это смотреть. То есть, когда ты начинаешь вещать где-то, ошибочное мнение, что у тебя есть 5 минут на раскачку. Нет. Учитывая то, в каком динамичном мире мы живем. Секунды, и тебе нужно дать людям понять, со мной интересно. Да. Стоит остаться. Дальше.
ты думаешь о том, в какую ты завернула эту упаковку. То есть это чистая дикция, это приятное звучание. И дальше ты несешь свои смыслы. Смыслы должны быть свежими. Очень часто смыслы, знаешь, 10 раз пережеванные, взятые у кого-то, не так допонятые и так далее. Да, пересказанные чужие мысли. Да, то есть если ты несешь свои собственные мысли, людям это интересно. Вот я приведу пример. Ты посмотрела кино. И я у тебя спрашиваю: Ань, что ты вообще скажешь об этом фильме? И ты скажешь: мне он не понравился, и все. Или мне понравилось. Вот очень часто читаешь отзывы: мне не нравится. Или вот я сегодня выкладывала у себя в Телеграме. Ничего особенного. Да, ничего особенного. Или комментарии такие в соцсетях: бред. Никакой расшифровки. Я не могу объяснить свою мысль. Я просто вот так вот кинула. Клише. Да, да. То есть, но когда у тебя есть свои мысли, люди их с удовольствием слушают. Теперь, они должны быть высказаны не банально. То есть, если у тебя есть свой почерк, своя какая-то изюминка, ты можешь шутить, ты можешь вставлять интересные факты, ты можешь какие-то отсылы делать, какие-то метафоры и так далее. Но при этом ты всегда четко чувствуешь время. Это тоже условие, с которым не все справляются. Потому что мы вываливаемся всегда, не всегда, но часто, очень за тот часто хронометраж, который нам дан. И я, знаешь, когда я бываю на каких-то даже обучающих семинарах, у меня вот всегда пульсирует в голове мысль: вот если бы это было на час короче, люди бы ушли свежее, и они бы больше запомнили. Да. А вот это наше желание впихнуть как можно больше, люди это не унесут, они это не усвоят. Дальше. Финал точно так же важен, как и начало. И я проводила собственное исследование, а у меня, Аня, 12 тысяч учеников. Какой самый распространенный финал у людей, когда они о чем-то рассказывают? И это одна простая фраза. Звучит она так: ну, все. Ну, то есть Все, я выдохнула, да. я отмаялась, Оттарабанила, я отмучилась, да, отпахала. А ведь финал – это то, синдром что… края, что запомнит мозг. Вот. И то же самое параллель с кино. Если в кино слабый финал, тебе будет казаться, что весь фильм был слабым. И ты зря потратила время. Зря потратила время. А там, возможно, столько всего было в начале, Да. но ты этого уже не помнишь. Поэтому, если все это так сжать и оставить 3 пункта, то я оставлю 3. Это интеллект, сексуальность и легкость. Вот эти вот 3 фактора нашей речевой подачи. Интеллект, когда люди понимают, здесь есть что взять. Да. Сексуальность, когда люди даже не всегда, вот ты лучше меня объяснишь сознательно, бессознательно. Бессознательно, скорее всего, манит туда, да. Не могу объяснить, это как Москва слезам не верит. Меня к тебе тянет. Ну, просто тянет, не могу объяснить. И когда у нас вот эта сексуальность не нарочитая, не с перебором, когда интеллект тоже такой не завалил всех, да, то есть мы же все-таки должны понимать… Расстрелял всех своей экспертностью. Да. И мы это все еще и завершаем легкостью. Вот эти 3 фактора, которые… Это свойства сильнейших ораторов. Это вот это послевкусие потом остается, да? Вот ты уходишь после выступления кого-то, и ты перебираешь эти мысли, и ты смакуешь эти смыслы. И вот этот вот момент, синдром края, это действительно научно доказанный факт. То есть наш мозг лучше запоминает то, что в начале, и то, что в конце. Поэтому очень важно вот финалить так, чтобы вот было вау. Чтобы было вау, это правда. А вот какой-нибудь пример своего фееричного финала? Вот как обычно ты заканчиваешь выступление или, допустим, последнее твое выступление, если это каждый раз разный финал? Это все зависит от формата. Да. Но я приведу, какими инструментами можно пользоваться. Например, это может быть какая-то
потрясающая история, которой ты логически все завершишь. То есть ты доносила какие-то мысли, и потом в конце рассказала небольшую историю из своей практики или из своей жизни. Но это история, которая точно зацепит людей, и у них может даже потечь слеза. И можно это воспринимать как манипуляцию, но это не манипуляция, это художественный прием. Да, это художественный прием. Еще один способ – это когда ты задаешь людям вопрос, заставляя их мозг самостоятельно вообще оценить, что здесь было. Ты говоришь, если за сегодняшнюю встречу у вас в голове, в сердце или в душе появилась какая-то новая идея или какой-то ответ на вопрос, то я буду очень рада. И в этот момент аудитория начинает сама, то есть ценить то, что сейчас происходило, потому что многим людям свойственно обесценивать. Да. Либо это может быть какая-то шутка. Я, например, могу в конце сказать, а вы знаете слово, по-моему, когда я была в Ташкенте, я приводила этот пример, вы знаете слово «диминутивы»? Люди говорят «нет». И я могу сказать, ну тогда давайте договоримся, что сегодня, когда вы уйдете с лекции, никто из вас не скажет, ничего нового не было. То есть, по крайней мере, это слово вы сегодня узнали. И люди начинают смеяться. Да. А смех, он же дает нам ресурс. Он дает ресурс, дает энергию, снижает уровень напряжения. Да. И, кстати, знаешь, и смех, и плач, они для нервной системы устроены по одному и тому же принципу. Глубокий вдох и мощный выдох. Это как оргазм. Да, и смех, и плач. То есть можно плакать, да. а можно смеяться. И то терапия. Да. И то терапия. Это ценнейшая реакция аудитории, когда мы говорим про публичные выступления. Если мы вызвали смех, если мы вызвали слезы, то значит, мы выступали не зря. Потому что и подумайте о том, что вы в финале скажете, что вы в финале сделаете. Потому что, когда я прошу, например, учеников, я говорю, а как бы вы закончили? Ну, я бы, наверное, в конце сказал спасибо за внимание. Я говорю, и слайд еще такой. Спасибо за внимание. Да. Я говорю, это банально, вульгарно даже, я бы сказала. Да, это настолько избито. Да. И я задаю вопрос, а это вызывает вау-эффект у вас? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Поэтому какая-то, может быть, цитата, какая-то шутка, какая-то история, какое-то обращение к аудитории, и это будет замечательный финал. Кстати, знаешь, почему вот этот эффект слез или эффект смеха или еще что-то эмоциональное так сближает со спикером? Я знаю, но ты расскажи. Потому что совместно пережитые эмоции. То есть, когда мы переживаем эмоции совместно, даже есть такая интересная, очень было такое интересное исследование. Если вы хотите с кем-то сблизиться, это, кстати, лайфхак для девушек, женщин, неважно, мужчин, сходите вместе на фильм ужасов. То есть, если вы вместе посмотрите фильм ужасов, люди привыкли вместе бояться, и вместе чего-то испугаетесь, и вместе это переживете, это очень сильно эмоционально сближает. Да, Ань, совершенно точно. И из этой же серии поймите какой-то совместный опыт, например, путешествие, это вообще обучение, чекап такой, знаешь, отношений на прочность. Совершенно верно. Вот я приведу пример. Люди, с которыми мы всего лишь 5 лет из всей своей жизни учились в вузе, они навсегда наши одногруппники, и они родные люди. И в садик мы с кем ходили, или в лагере. Потому что пережито столько событий вместе. 2 недели в лагере с ним были, а он мне как родной. Потому что, мы вместе что-то пережили. И поэтому, если у кого-то проблемы с окружением, а ведь наша речь – это во многом отражение окружения нашего. Это был мой следующий вопрос. Как по речи можно понять, и насколько можно, я-то знаю, что это очень быстро можно, но вот по каким критериям, допустим, ты считываешь человека, когда он начинает говорить? И что сразу ты оцениваешь? Вот что прям у тебя как рецепт от доктора, диагностика такая? Внимательность и внимание к другому. То есть для меня человек высокой культуры – это тот, кто, начав коммуникацию, думает о другом. Это высокая культура, это вообще высший пилотаж. К сожалению, у многих людей это вообще отсутствует. Они даже в интервью, вот я очень много бываю на интервью, и иногда ты приходишь к кому-то, и этот человек сейчас будет с тобой разговаривать, а он вообще весь в себе, ему на гостя наплевать.
это для меня говорит о том, что передо мной не профессионал. То есть, когда человек к тебе внимателен, он задает тебе какие-то вопросы о том, как ты, элементарно, как ты добралась, не холодно ли тебе здесь, сколько у тебя времени. Чтобы выстроить вообще заботу о себе. Заботу, потому что комплимент и забота – это главная сцепка с человеком. Комплимент и забота. Причем комплимент тоже должен делаться с умом. Не всем одинаковый, вы сегодня прекрасно выглядите. А что ты мне сегодня сказала, когда мы были еще в гримерке? Ты сказала, ты великолепно выглядишь. А я сказала, я вот смотрю в зеркало, вроде бы что-то не то. Ты говоришь, зеркало выброси и поверь мне как врачу. То есть все, ты обо мне подумала, а ведь до этого ты могла быть уставшей с самолета, кучу работы переделала. Это говорит о твоем высоком культурном уровне и коммуникационном. Дальше. Какие слова ты выбираешь для описания своих чувств и мыслей? То есть, если я иногда смотрю, например, человек рассказывает, даже как он делает макияж, и говорит, беру эту штучку, мажу сюда, а теперь вот эту штучку вот сюда, а вот эту фигню я нанесу сюда, а вот этой хренью там я намажу здесь. Да. И я не против такого вольного языка, но кроме этой и штучка есть еще что-то, да, еще какие-то несколько слова. сотен вариаций. Да, да. Ну и, конечно, главный маркер образованности – это грамотность. И мы никуда от этого не уйдем. И сколько бы мне ни говорили, ой, язык живой, как хочу, так и разговариваю. Да, главное, что вы меня поняли. Главное, что вы меня поняли, а сейчас вообще так можно. Да бог с ним, с этими со всеми правилами. Ну, друзья мои, нет. Можно ходить в бюстгальтере, а можно без. Но лучше в нем. Смотря куда ты идешь, конечно. Да, дома, ну понятно. Но дома, пожалуйста, штучка сюда, хренька сюда. И хренька сюда, да. И вот эти вот все нюансы мы подмечаем, да, то есть и те смыслы, которые ты несешь. Если ты слушаешь человека и думаешь, ой, знаешь, что еще для меня? Вот, кстати, спасибо, что ты об этом спросила. Может быть, я донесу. Люди, может быть, себя как-то в этом узнают и не будут так делать. Когда о чем-то рассказывают, и ты этого не знаешь, то человек образованный, он с благодарностью отнесется и пойдет, если не знал, нагуглит. Безусловно. Да? Безусловно. Что делает другая категория людей? Они как бы с гордостью говорят, я его не знаю. И, наверное, не я один такой. То есть я, например, показываю, актер Юрий Борисов номинирован на Оскар. Там пишу, да, в Телеграме. И некоторые люди пишут, знать его не знаю. Кто такой? Так то, что ты не знаешь, пойди и узнай. Конечно. И когда люди кичатся своим невежеством, и при этом еще стараются затянуть в свою банду остальных, потому что дальше идет следующая фраза. И я думаю, что я не одна такая. То есть такое присоединение и обобщение. И они очень редко говорят «я». Они в основном говорят «мы». Народ. Да, то есть мы тут все вот думаем. Или сегодня мне написала подписчица в Телеграме тоже, она мне написала: Мария, почему вы всегда... Во-первых, всегда это уже показатель того, что нет, я всегда хотите доказать старшим, что вы суперская. Откуда, во-первых, я не понимаю, старше ты меня или нет по Телеграму, да? То есть это какие-то ее внутренние тараканы, мультики, которые она перенесла на меня. Вот этого делать не надо. То есть мы многие не знаем огромного количества вещей. Я многого не знаю, и ты многого не знаешь. Безусловно. Но если тебе напишут, что российский актер номинирован на Оскар, ты в первую очередь говоришь: вау, какой молодец. Следующий твой шаг, ты идешь в поисковую систему, и если ты не знала его и думаешь, какие фильмы, что мне посмотреть, чтобы потому узнать. что Оскар выдают не каждому и не каждый день. Это впервые в истории. То есть это повод, который, действительно претенциозный, то есть пойти и посмотреть. Да. Впервые актер на роль второго плана, актер из России у нас есть за фильмы Оскара, за «Москва слезам не верит», за «Утомленные солнцем», но актеру еще не давали. Я тоже ни разу не слышала. Да. Это сегодня будет первый мой поисковой запрос. Вот. Молодец. Спасибо тебе. И знаешь, вот я тоже обратила внимание на интересный факт. У меня тоже есть разные подписчики, подписчицы. И действительно, когда человек хочет обесценить или когда он хочет каким-то образом дать понять, что это вообще какая-то случайность нелепая, как ты говоришь, что это вы сейчас выступаете, вообще-то я должна была народу что-то там рассказывать. Всегда идет множественное число. Всегда.
Всегда. Да. Никогда нету такого, что я считаю, или я не согласна, или я знаю, я не... Мы, нам, нас, народ. Потому что так Покажите мне проще этот в толпе. народ. Конечно, да, то есть я в толпе, я растерялась, Мгм. я всех за собой как бы объединила, присоединилась, и поэтому с меня взятки гладкие. Да. Вот это очень интересный такой вот Это момент. момент снятия с себя ответственности. Да. И когда, например, я объясняю там что-то даже про ударение или про грамотность, и человек мне говорит, народ так не разговаривает. Да. И я могу задать встречный вопрос. А народ вас делегировал от себя вот за всех Да, говорить? да. Или кто такой народ? Здравствуйте, царь. Здравствуйте, царь. И на это я всегда ученикам своим говорю. Нет такого понятия «все». Есть понятие «я» и «мое окружение». То есть вы можете сказать «я» и «мое окружение» так Да. не говорит. И это будет окей. Значит, ты и твое окружение так не говорит. Но когда народ, какие-то мы, то это уже полностью снятие с себя ответственности. Я ничего не значу, мое мнение ничего не значит. Мы вот тут с народом против, Да. народ против Ларри Народ Флинта. против, да. Да. И вот, Маш, такой вот вопрос, раз уж тут про народ и про... у меня сразу идет мысль разные поколения, то есть тебе тут выкатили, что ты там против Да. старших чего-то. Да. А меня вот очень сейчас волнует история про современное поколение, которое крайне мало читает, которое имеет совершенно свой язык. Это не значит, что это хорошо или плохо. У них просто свой язык. И сколько много даже мемов на ту тему, что я не понимаю, переведите мне, дайте мне переводчика для моего ребенка. Как ты думаешь, куда это приведет? Потому что язык трансформируется и действительно превращается в какой-то птичий. Я об этом думаю очень часто. И что я могу сказать? Это сленг, да, то есть вот эти все имба и Да, прочие да, слова да, да. уже там не модные Скуфы даже. уже не модные. Я пока выучу одно, они уже уходят Да. в небытие. Да. Вот мы сейчас сами отвечаем на этот вопрос. Этот птичий язык, его сметет временем. Не переживай об этом. То есть это такая пена. Это пена. Не читающих людей всегда было много, просто мы их не видели. Мы раньше кого видели? Того, кого показывают по телевизору, того, кого ты слушаешь по радио, того, кто на сцене, и своих учителей или еще кого-то. Огромное количество людей, которые ничем не интересовались, ничего не читали, не ходили в театр, мы просто их не видели. А сейчас мы видим всех. Все вариации. Все вариации. И вот эта вот шутка, раньше только твоя мама знала, что ты дурачок, а теперь весь интернет, это правда так и есть. То есть мы видим всех людей. И поэтому нам кажется, что со всеми людьми что-то не так. И поэтому мы, в частности, с тобой очень много прилагаем усилий для того, чтобы подсвечивать других людей. Думающих, образованных, несущих свет какой-то и пользу, просвещение. Их тоже очень много. И мне не хочется, чтобы интеллигенция, как говорится, была тонкой прослойкой общества, но мы просто должны держать в голове, что сейчас видно всех. Есть очень много читающих детей. Есть много умниц студентов. Когда я прихожу в вузы, когда я смотрю на своего 20-летнего племянника, который умнее меня, мне очень непросто порой с ним разговаривать, потому что он читает взахлеб, плюс у него математический ум, у меня абсолютно гуманитарный. Все есть. Все так и есть. Просто мы видим всех. Вот в чем Выборка дело. стала больше. Да, и в этом есть и плюс. Потому что у нас теперь нет какого-то могущественного дяди-продюсера, редактора. Никто нам не поставит палки в колеса, как раньше какой-нибудь режиссер мог сломать карьеру актрисе, потому что она не пошла с ним там заниматься любовью. Иди к другому режиссеру, иди в соцсети. У всех есть трибуна, в том числе и у тех, кто нас пугает. Да. Да, ну слушай, ведь это действительно другой вектор совсем, да, и правда выборка стала больше. Это так же, как мне говорят, а почему сейчас аутизма столько стало? Мы их видим потому больше, что, да. потому что, да, и диагностика улучшилась, Да. и говорить об этом больше Да, стало, и да. стали, вернее. Дай бог, чтобы это была пена, потому что для меня это прям вот, знаешь, прям мозг режут вот эти вот истории, но с другой стороны, тоже есть такие признаки старости мозга, когда раздражает молодежь. Можно я тебе скажу Да. цитату из одной из моих самых любимых книг Корней Чуковский «Живой как жизнь». Цитата звучит так.
Вот и настало мое стариковское время ворчать на молодежь и их язык. Да. Это всегда было. Да. И ты говоришь, а вот это слово я только выучила, а оно стало немодным. Это подтверждает, что его уже смыло. Да. Все. То есть появляются... Мне, как человеку... Короткий тренд. Короткий тренд. И причем это тоже такая, знаешь, опасная вещь. Слово уже перестало быть модным, его перестали использовать, и вдруг оно докатилось до какой-то тетеньки. Да, и вдруг она выходит. Да, и она начинает его активно использовать. Да. При том, что еще путать. Я помню, тоже мне кто-то написал, он мне нравится, как молодежь сейчас говорит, он мой кринж. Я говорю, нет, молодежь говорит, он мой краш. Да. Хотела куда-то там внедрить. Поэтому это интересно изучать. Но не надо бояться. Умные люди, думающие, развивающиеся, всегда были, есть и будут. Конечно, сейчас есть тенденция к тому, что, я не могу об этом не сказать, какие раньше были фильмы? Вот я на «Племянницу» смотрю. Они не были с такой дикой динамикой, как сейчас мы смотрим видео. Вот ты сказала, да, восприятие как у рыбки. Я когда беру племянницу свою, говорю, давай посмотрим фильм про Тома Сойера. И мы садимся смотреть. И я понимаю, что для нее эта динамика... Ей медленно. Конечно. Но она старается, но все было медленнее, чем сейчас. Да. Значительно медленнее. И вот если что-то не имеет какой-то такой активной динамики, действительно современное поколение не будет это досматривать. Энергия совершенно другая, другие скорости, другое количество событий в единицу времени. Да, они другие. Это, в этом смысле они другие. И ощущение, что и времени в сутках стало меньше. От этого, да. То есть я не думаю, что какой-нибудь подросток сейчас, хотя наверняка такие есть, сможет посмотреть «Зеркало», например, Тарковского, потому что там все будет очень вязко. Или прочитать «Войну и мир». Да. Почему так медленно? Так долго, сколько можно? Почему? Там? Давайте быстрее. Я даже вчера, Ань, смотрю минутный рилс в запрещенной соцсети о том, как что-то там приготовить. И комментарии. Пока шел рилс, успела выспаться и проснуться. То есть медленно шел, минутный. Минуту, да. То есть скорости они диктуют, правда. И знаешь, даже есть такие исследования научные, которые говорят о том, что скорость речи напрямую взаимосвязана со скоростью мышления. Я уверена в этом, потому что если мы растягиваем речь, то значит мы медленно думаем, но есть еще такой момент, когда мы говорим излишне быстро, это значит мы обесцениваем свои мысли, потому что мы их как будто выпуливаем, и вроде бы толку в них никакого, и смысла в них никакого нет. Поэтому мы должны свои мысли нести как что-то важное. Если черная это правда икра. Черная икра. Но вот это вот быстроговорение, это суета, это мыслемешалка, это опять-таки история про то, что я не могу управлять своими мыслями. Хотя это одно из немногих, чем мы можем управлять. Мы можем управлять своим дыханием и своими мыслями. Можно тебе задам вопрос? А ведь это же говорит о том, что повышенная тревожность. Конечно. Повышенная тревожность у людей, которые не способны посмотреть. Я иногда смотрю классику французского кино и считываю, что они уже 5 минут лежат в кровати. Как так можно? Что вам нечем заняться? Что вам нечем заняться? И я сама собой управляю, я говорю, нет, давай. Значит, я как зритель могу увидеть какие-то нюансы, для чего-то это было сделано, это же интересно. Это про то, что очень сложно сейчас удержать фокус внимания на чем-то долго. И это тоже мэтчится с... Видишь, тоже я сленгом, да? Это нормально, это неологизм. Неологизм, да. Это очень хорошо синхронизируется с тем, что, опять-таки, снижается уровень энергии нашей. То есть для того, чтобы удержать фокус внимания на чем-то, это же лобная доля, нам нужно достаточное количество энергии мозгу. Вот удержать, разобрать детали, проанализировать, а не пролистнуть, да, вот не проскроллить, не пойти куда-то быстро-быстро дальше, а вот вкусить этот смысл, насладиться моментом. Это роскошь. Это роскошь. Это роскошь насладиться моментом. Маш, спасибо тебе огромное вот за такие вкусные смыслы, за такие глубокие смыслы, за те, которые хочется потом перебирать. Спасибо. И возвращать себя вновь и вновь вот к этим... для меня это были очень важные такие вот... красные флаги, куда посмотреть, о чем подумать. И не могу не спросить тебя о том,
твоя система, твоя методика работы с людьми. Ведь, опять-таки, если мы говорим о скорости, людям нужно что-то быстрое. Вот им хочется, ну хорошо, вы тут рассуждаете, а покажите, как это. Покажите, как это работать с голосом, как это его выставлять, выстраивать и изменять. Вот есть какие-то в твоей системе, в твоей методологии упражнения, которые прям вот, ну, экстренные такие, быстрый экспресс, как мы говорим? Да, конечно, есть. Именно в этом суть метода, что я учитываю все нюансы. То есть, если мы говорим про звучание, то это и дикция, и дыхание, и голос, да, это все вместе. Но если быстро, если попробовать и увидеть эффект прямо сейчас. Самые простые способы – это, прежде чем начать говорить, слегка улыбнуться, расслабиться, вообще разрешить себе мысль о том, что то, что я говорю, это важно. И тогда в твоей речи появляется благородная нотка. То есть ты не просто порешь чушь, да, как вот многие совершенно не ценят то, что они говорят, а ты, слегка улыбаясь, при этом зная себе цену, начинаешь утром, ты выходишь из дома и говоришь: «Добрый день, дорогие коллеги, я очень рада вас всех сегодня видеть. Как ваши дела?» И это звучит по-другому. То есть это уже звучит как-то так небуднично. И если мы говорим, ты мне спрашивала как-то раз, низкий, высокий голос, да, то есть в чем разница? Низкий голос, представьте себе, это то, что произносится всем телом. Вот высокий голос, мы вот используем вот только вот эту часть, да, гортань, рот. То есть у нас верхний регистр. Верхний регистр, поэтому он называется высокий, он высоко. То есть здесь высоко рождается. А низы – это фундамент. То есть, как говорят про некоторых, она поет всем телом, да, про певиц. То есть у нас и живот подключается, и грудь, и все подключается. И поэтому я рекомендую такую практику, каждый может попробовать. Представьте, что вы произносите слово, и это слово чувствуете. Вот, например, скажи «бархатный», и попробуй представить, что у тебя во рту бархатно. Бархатный. Бархатный. Да. Да? То есть бархатный. Подключаем воображение. Ты подключаешь воображение. Или ты, например, скажешь: «Мой голос низкий, бархатный». Мне говорить? Да. Мой голос низкий, бархатный. Молодец. Чуть-чуть еще улыбнись, прям вспомни, что ты классная, и скажи: «Мой голос низкий, бархатный». Мой голос низкий, бархатный. Отлично. Чуть-чуть потренироваться, потому что для тебя эта задача новая, и она для многих новая. И когда, например, я про сексуальный голос говорю, многие начинают очень стесняться, ну, потому что интимно. Я вульгарная женщина какая-то. Да, я что тут? Даже мне одна сказала: «Мария, ну я вообще-то не такая». Я говорю: «Какая не такая? Не сексуальная». Да. Поэтому попробуйте то, что вы произносите. Вот, например, сказать «я красивая» сложно, а вот «мой голос бархатный». Бархат этот во рту почувствовать. И низкий, бархатный. И с прямой спиной, с улыбкой. Артикулируем не вот так, как будто у нас не открывается рот, да, потому что холодно, а мы с уважением несем то, что мы говорим. Это то, что может сделать каждый. То есть дать мозгу возможность, я перевожу на свой нейробиологический, стать партнером в твоем говорении. Так оно и есть. Давай, вот просто важно. Смотри, наш мозг прекрасно это умеет делать, когда ему надо. Вот вспомни ситуацию, когда ты хочешь кому-то сильно понравиться. Он все знает, он все сделает. Ты будешь улыбаться, ты будешь нести себя, ты будешь на кошачьих лапах ты будешь, двигаться. Да, если это мужчина, с которым у тебя романтические отношения, ты будешь кошечкой, да, то есть мы здесь не путаем деловые отношения, там другое включается. То есть у меня есть такое, вот, кстати, у меня есть упражнение, которое называется «покоряю голосом». Я его обычно якорю на телефон ученикам и говорю: вот смотрите, вот вспоминайте, когда вы были влюблены. Были. Хорошо, вот, допустим, его звали Петя. Вот у вас телефон, вы видите, Петя звонит. Мозг что вам говорит?
понравься ему сейчас. И вы берете телефон и начинаете с Петей разговаривать вообще не так, как с соседом Василием, сантехником своим. То есть это другая подача. Мы постарались для Пети, а потом это вошло в нашу привычку, и мы это присвоили себе. Говорить красиво, привлекательно, грамотно и магическим образом действовать на людей. Волшебная техника. Ты знаешь, я сейчас понимаю, мне мама всегда говорила в моем девичестве, я могу, находясь на кухне, понять, с кем ты разговариваешь. Кто тебе звонит. То есть только по твоему тембру, только по тому, кто это там, твой однокурсник, это парень, который тебе нравится, это подружка, или это там, условно, твоя староста, которой нужно срочно, чтобы вы были на субботнике завтра. Да. Вот моментально. Да, мозг все знает. Просто он это не включает, эту функцию. И очень часто забывает. И я сама себе в своих отношениях со своим мужчиной иногда, я прямо, знаешь, так отмечаю, я говорю, так, стоп. А ты что, уже не дива, в которую он был влюблен, точнее, в которую он влюблен, и ты в него... Ты что уже, какая-то мамка, тетка злая? Нет, да. нет. Верните мне мою роль. Да. Я не буду. Какой-то там песклей, ворчлей. Понятно, что мы все люди, где-то из нас все что угодно может выйти, но я всегда стараюсь, чтобы коммуникация была той же самой, как она была когда-то, когда мы понравились друг другу. В общем, хочешь нравиться, включай мозг. Старайся, работай над этим. Потому что ведь это так просто. Да. Ассоциации, воображение. Да. Хочешь, чтобы было как раньше, сделай так, чтобы было так, как раньше. Или хочешь, чтобы было так, как никогда еще не было, делай то, что ты еще никогда не делала. И тут появляется Эйнштейн. Да. Мы здесь добавляем его лицо. Да. Маш, спасибо огромное. Спасибо. Я получила неимоверное удовольствие. Благодарю тебя. Я буду с сегодняшнего дня вспоминать все те фишечки, которые когда-то мне помогали их реанимировать. Ну, а тех, кто нас смотрит, будет смотреть, я прям призываю попробовать все то, о чем рассказывала Мария. Потому что когда у вас есть дарованные вам по праву рождения инструменты, но грех ими не пользоваться. Очень важно раскрыть свой потенциал на максимум, чего и я, и Мария вам искренне желаем.